Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как достать анимацию практически из любого видео и применить ее к вашему персонажу, в том числе MetaHuman, в движке Unreal Engine 5.8. Наверняка вы знаете, что вышла новая версия движка, и в ней появились новые экспериментальные функции, которые можно использовать для разработки игр, создания синематиков и так далее. На экране вы видите сейчас результат переноса анимации. Эта анимация была записана в виде обычного видеофайла и сконвертирована с помощью новых функций. Для того, чтобы вам начать работу, вам нужно включить несколько плагинов. Во-первых, нажимаете Edit Plugins и пишите в первую очередь, вам нужно подключить MetaHuman. Пишите поиск MetaHuman и подключайте все, что необходимо для работы с ним. Во-первых, это MetaHuman Creator. Во-вторых, вам нужно будет включить MetaHuman Animator. И самый основной плагин — это MetaHuman Animator Markerless Motion Capture. Предварительно его нужно найти в фабе и установить на движок 5.8. Далее вам нужно будет подключить MetaHuman LiveLink, MetaHuman SDK. И далее пишите в поиске LiveLink. И вам нужно обязательно будет включить LiveLink Hub. После этого движок вас попросит перезапустить, и вам нужно будет согласиться и дождаться, пока движок подготовит все данные. После этого вам нужно будет сконвертировать ваше видео. Все это делается без использования сторонних сервисов. Вам нужно нажать Tools и выбрать LiveLink Hub. У вас запустится новое окно. Вот такое вот окно начнет открываться. То есть по умолчанию обычные видеофайлы нельзя просто так закинуть в движок и использовать их в дальнейшей работе. Вам нужно будет использовать LiveLink Hub. Сейчас откроется окно, и я покажу, что нужно будет в нем дальше делать. Здесь нам нужно будет выбрать Capture Manager для того, чтобы выбрать файл. Здесь во вкладке Data Devices нажимаете кнопку Add и выбираете Mono Video Ingest. Он появляется здесь в списке Device, нажимаете на него, и здесь Take Directory выбираете директорию, где находится ваш видеофайл. Нажимаете, например, в моем случае это папки загрузки, нажимаете выбор папки, и здесь автоматически появятся все видео, которые LiveLink Hub распознает как видеофайлы. Нажимаете на любое из этих видео, точнее на то, которое вам нужно, и нажимаете Add to Queue. После этого нажимаете Start, и вам нужно будет дождаться, пока завершится его перенос в движок. Он у вас должен будет завершиться с положительным статусом, но у меня сейчас будет здесь ошибка, потому что у меня уже существует такой файл с таким же именем, и поэтому он не сможет его перезаписать. Если вам нужно будет повернуть видео по часовой либо против часовой стрелки, выбираете это видео, и здесь в поле параметр Image Rotation выбираете необходимый градус, на который нужно повернуть видео по часовой стрелке. На 90, 120, 270 градусов, либо не переворачивать. После того, как у вас конвертация завершится, у вас этот видеофайл появится, видеоассет появится во вкладке, в папке Capture Manager появится, папка в контент-браузере, Imports, папка с названием вашего видео, точнее вот Mono Video Ingest и папка с названием вашего видео. Вот появятся три таких ассета. Они необходимы для дальнейшей работы. Далее, что вам нужно сделать, это вам нужно создать MetaHuman. И мало того, что вам нужно его создать, вам нужно обязательно создать для него риг, скачать текстуры, конечно же, потому что без текстур он не даст вам его собрать, и отправить персонажа на сборку. То есть вам нужен не именно ассет вот этот MHC, MetaHuman Character, да, а вам нужен полноценный blueprint с вашим MetaHuman. После того, как вы завершите создание вашего MetaHuman и здесь выберете настройки и нажмете кнопку Assemble, нужно дождаться, пока движок создаст ваши полноценные блупринты с вашим MetaHuman. И далее, что нужно сделать для того, чтобы получить вот такую анимацию. Вам нужно создать будет новый еще один ассет. Можете создать для него отдельную папку, например, MetaHuman Performance. Нажимаете правой кнопкой мыши, заходите в раздел MetaHuman и выбираете MetaHuman Performance. Даете ему любое название, открываете. У вас открывается такое окно, и здесь нужно сделать несколько манипуляций. Во-первых, вам нужно здесь выбрать Control Rig, который вы используете для того, чтобы перенести на него анимацию из вашего видео. Когда вы выбираете MetaHuman Control Rig, у вас здесь должен будет появиться скелет. Здесь нам нужно будет выбрать Facial Tracking и Body Tracking, в зависимости от того, что вам нужно будет
перенести из видео либо анимацию туловища, либо анимацию лица, либо и то, и другое, да. Далее здесь вам нужно выбрать ваш ассет, который создался при переносе видео в движок. Если вы нажмете здесь список, он у вас автоматически покажет те, которые у вас есть в движке. Вот это видео слева, то есть это видео шаффл. Вот такое вот видео. Я его взял из интернета, вы можете сами записать самостоятельно, найти любое видео. Главное, чтобы условия, какое должно быть видео. Во-первых, у вас должен быть там человекоподобный персонаж, гуманоид, да, человек в идеале. Во-вторых, чем выше качество, тем точнее будет перенос, потому что будут видны мелкие детали и движения рук, ног, головы и так далее. Ну и в-третьих, чем дольше будет у вас видео, тем дольше, соответственно, будет проходить конвертация. Далее здесь вам нужно выбрать, когда вы выбрали здесь Ctrl-Rig, вам здесь нужно выбрать объект, blueprint персонажа, на который вы хотите перенести. Выбираете тот blueprint, который у вас создался при сборке MetaHuman. То есть выбираете либо, вот у меня есть два персонажа на выбор, здесь можно нажать Yes, он появится у вас в окне предпросмотра. В окне предпросмотра также можно поставить галочку «Показать» или выключить скелет, также сдвинуть его, если вам нужно, вперед, назад, вверх, вниз и так далее. И после того, как вы все подготовите, вам останется нажать только кнопку «Процесс» и дождаться, пока видео обработается. Я сейчас это делать не буду, потому что у меня даже без включенной записи экрана этот процесс занял около получаса, поэтому просто скажу вам, что нужно нажать кнопку «Процесс». У вас здесь появится окно с предупреждением, точнее не с предупреждением, а с прогрессом работы. Работа разделена на 5 стадий, то есть она каждую из этих стадий пробегается по всему видеофайлу и захватывает движение. То есть и с каждой итерации, с каждой стадии это происходит все тщательнее, глубже. И в конце концов у вас, когда закончится обработка, вам останется нажать только кнопку здесь Export Animation. И вы выбираете удобное место для анимации, название, нажимаете ОК, да, сохраняете все. И у вас в конце концов появится вот такая вот анимация. Я ее сохранил в эту папку Anims. Вы можете ее открыть и посмотреть, как она будет выглядеть. Вот такая вот анимация MetaHuman. И далее останется вам только зайти в blueprint вашего MetaHuman. Вот он уже у меня есть настроенный с одеждой. Нажимаете на Body, выбираете, например, Animation Asset, если вам нужно просто, чтобы была зацикленная анимация, и выбираете ваш вот этот ассет, который вы создали. Ну, либо если у вас есть blueprint анимационный, то вы его открываете и настраиваете логику. И на этом процесс заканчивается, и вы видите готовую анимацию, которую ваш движок самостоятельно переварил, вытащил из видео и применил к вашим персонажам. Если приглядеться, можно посмотреть, что в целом достаточно неплохо получается. Даже можно сказать, что можно было бы предположить, что будет проблема с пальцами. Как мы видим, здесь небольшие косяки есть, но это больше из-за того, что я использовал кастомные меши для создания MetaHuman, и, скорее всего, он где-то не очень корректно подхватил пальцы, и из-за этого они немножко вот такие вот корявые. То есть, если я сейчас делаю ретаргет, например, на манекена, давайте сделаем retarget animations, и давайте target skeletal mesh напишем many skm many simple, либо queen simple. Ну, давайте пускай будет many, да? Дождемся, пока движок поймет, что мы от него хотим. А теперь нам нужно выбрать нашу анимацию. Как она у нас называется? Так, еще немножко подождем. Так, у нас анимация называется AS New MetaHuman Performance. AS New MetaHuman Performance. Можно нажать по ней 2 раза и посмотреть в предварительном окне, как будет выглядеть ретаргет. Нажимаем Export Animations, находим папку, можно поставить префикс, суффикс и так далее. Да? Давайте поставим ему суффикс many, подпишем в конце. И нажимаем Export. Нажимаем Export. Вот у нас появилась новая анимация. То есть можно в целом здесь не вытаскивать полноценный blueprint, а вытащить просто анимацию. Да? И теперь давайте посмотрим,
как будет выглядеть его анимация. Так, давайте я его верну на место. И давайте запустим. Это у меня все в режиме симуляции идет, поэтому... Так. Давайте мы его сюда вытащим. Запускаем симуляцию и смотрим. Вот такой вот произошел ретаргет. И если поставим на паузу, давайте попробуем посмотреть на пальцы. Ну, в целом довольно неплохо. Я думаю, что примерно так и было в видео, поэтому, скорее всего, так и получилось. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. И, кстати, если интересно, это персонажи, скорее всего, будут моими главными персонажами в моей игре. Если вы следите за каналом, вы наверняка знаете, что я разрабатываю собственную игру. И страница игры доступна в Steam. Если кому-то интересно, переходите в Steam, добавляйте игру в виш-листы, либо оставайтесь на канале и смотрите девлоги по созданию этой игры. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, замечания. И до встречи в следующих видео.